Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о сопутствующих осложнениях, которые часто возникают при вирусной инфекции. Это будет насморк, кашель, заболевания ушей и горла. В этом году все, кто заболел с сентября, обращались ко мне по консультациям введения болезни эфирными маслами, уже в первую неделю жаловались на боли в ушах. И так, видимо, в этом году выглядит новая форма ковида. Идет у нас с осложнениями на уши. Поэтому всем, кто еще не заболел или только планирует, я рекомендую с первого дня вируса уже начинать профилактику с ушами, чтобы не запустить или вовремя предотвратить осложнения на уши. Можно брать также обычную эфирную бомбочку в том рецепте, в классическом, в котором она есть, и просто смазывать обязательно сзади ушей и внутри всю ушную раковину массировать как следует с эфирными маслами. И также делать турундочку ватную, вымачивать ее в смеси эфирной бомбочки, отжимать только как следует, это очень важно. Эфирные масла не должны попадать ни в глаза, ни в уши, ни в каком виде, даже в растворенном базовым маслом. Поэтому турундочку мы отжимаем очень как следует. И очень хорошо к этой смеси будет добавить эфирное масло герани. По многим научным исследованиям именно эфирное масло герани побеждает в лечении ушных инфекций все известные антибиотики ушные. И выздоровление с маслом герани происходит в считанные дни. Поэтому, в принципе, если у вас есть масло герани, можно начать лечение только этим мономаслом, лечение ушной инфекции, и уже будет победа. Хорошо будет добавить отдельно лаванду, немножко орегано, чайного дерева и ладана, для того, чтобы усилить антибактериальный эффект. Мы возьмем на чайную ложку базового масла 2 капли герани, 2 капли лаванды, 2 капли чайного дерева, 1 каплю орегано и 1 каплю ладана. И будем использовать смесь для профилактики. И если все-таки уже началось заболевание, то добавим каждое масло еще по 1 капле. То есть по 3 капли герани, лаванды, чайного дерева и ладана и 2 капли орегано. Также поговорим с вами о насморке. Лечение насморка. Великолепно лечится насморк у всех, кто пользуется эфирными маслами, этим рецептом, который уже прозвучал у нас в чатах недавно. Это рецепт с участием эфирных масел лаванды, чайного дерева и ладана. Ладаном его недавно усилили и наблюдаем, что он действительно хорошо работает, усиливает действие масел чайного дерева и лаванды, и кроме того делает эти капли абсолютно комфортными, и даже самым маленьким нашим пациентам не щиплет носики, благодаря ладану именно. На классический рецепт мы берем для взрослого человека на 10 мл по 2 капли лаванды, чайного дерева и ладана, а для самого маленького пациента мы возьмем на 15 мл по 1 капельке каждого из этих масел. Можно закапывать каждые 2 часа. Конечно, желательно перед этим освободить носовой проход от слизи, промыть его с раствором с морской водой или покупным, в общем-то, атривином, аквамарисом. И потом уже закапать масла. Всего достаточно взять полпипетки этой смеси. И полежать какое-то время, потому что смесь может вытекать, доставлять вам дискомфорт. Обязательное условие — брать стеклянную пипеточку. Никакого пластика не должно контактировать с эфирными маслами. Также хорошо в лечении насморка наружно наносить смесь бриз в разведении. На одно нанесение достаточно будет 1 капли смеси бриз, разведенной базовым маслом для взрослого, и деткам по возрасту уже, соответственно, уменьшаются дозировки. Да? Для самого маленького пациента от 3 лет мы будем наносить до 3 лет смесь бриз не нужно использовать, а вот с 3 лет уже будет разведение 1 капли на 10 мл. Да, с возраста с 5 лет уже 2 капли на 10 мл.
ближе к 10 годам уже 5 капель на 10 миллилитров. Так вот, эту смесь мы наносим обязательно на крылья носа, подальше от глаз. Не нужно наносить вот сюда, будут слезиться глаза. Достаточно нанести на крылья носа, наносим под носом и наносим на лобные пазухи носовые, гайморовые пазухи, да, на проекции. Вот здесь они у нас находятся и вот здесь. Вот тут и должно быть воздействие эфирных масел. Если у вас, в принципе, есть склонность к гаймориту уже заранее, если у вас есть аденоиды, то с аденоидами хорошо работает масло туи. Его следует добавить к смеси бриз. И также важно добавить, в принципе, если вы будете лечиться эфирной бомбочкой в этот момент, то этого уже будет достаточно. Но если у вас только появился насморк, больше нет никаких признаков простуды, но у вас есть ощущение, что насморк будет развиваться серьезно, не сразу проходит, не быстро, то обязательно необходимо подключить орегано, уже антибактериальное масло наше самое сильное, и наносить его на позвоночник, стопы. Необходимо взрослому человеку 2-3 капли на одно нанесение будет достаточно. Начинайте с 3, потом можно убрать до 2. Сначала, чтобы как можно меньше позволить болезни победить, берите большие дозировки, если вы уже хорошо знакомы с эфирными маслами. Также, когда мы лечим ушные инфекции, точно так же необходимо орегано наносить и на стопы, и на позвоночник, чтобы оно насыщало весь организм, потому что если болен какой-то орган, то, в принципе, это говорит о том, что весь организм подвержен какому-то воздействию, и нужно помогать ему на всех уровнях. Насыщать кровь орегано замечательно будет, чтобы поддержать весь организм. Ну или же классический рецепт эфирной бомбочки, где уже и ладан, и чайное дерево, кроме орегано, и лимон, и ангард. Далее, что мы делаем с горлом? Тоже очень часто в этом году слышу среди симптомов боль в горле. И начинается обычно все с боли в горле. В принципе, если у вас хронический фарингит, ларингит, часто любая простуда у вас отзывается болью в горле, то эта информация тоже для вас. Очень хорошо делать смесь с медом. Добавлять туда масло ладана на столовую ложку меда, это будет 2 капли ладана и 2 капли масла онгард. И несколько раз в день, желательно каждые 2 часа, рассасывать по пол чайной ложки меда такого. Ну, конечно, предварительно сначала следует попить теплой воды, уже покушать, и только потом кушать мед, чтобы хотя бы час или 2 после этого уже не пить и не есть. И действительно очень быстро и хорошо действует это масло. Если вы чувствуете, что стремительно развиваются симптомы, и это уже больше похоже на вирусную инфекцию, то хорошо будет работать, конечно, с эфирной бомбочкой точно так же. То есть мы лечим симптоматически, мы лечим местно, да, локально, то, что болит, это нос, это горло, это уши, но обязательно даем общую противовирусную и антибактериальную поддержку благодаря эфирной бомбочке. И, конечно же, в идеале начинайте, будучи опытным пользователем эфирных масел, серьезных, сильных дозировок, чтобы остановить буквально в первый день или в первые 2 дня эту болезнь начинающуюся. Напомню, что это возможно. Посмотрите второе видео, которое было на этом канале, да, о том, что делать, когда только заболел. Но для удобства вашего напомню, что это большие достаточно дозировки эфирных масел должны быть. И если у вас есть такая книга по симфонии клеток, вы знакомы с этим, и скоро у нас будет еще более подробное знакомство, скажу, что для лечения кашля, насморка и ангины подойдут протоколы инфекционные, противовоспалительные, также базовый протокол, первый вводный протокол, второй вводный протокол. Будет замечательно. Поговорю также сейчас с вами о кашле, о лечении кашля. Очень часто ковид в первые годы, да и сейчас тоже, дает осложнения на бронхи очень быстро. И есть множество разных вариантов лечения кашля с эфирными маслами. Классический вариант – это лечение смесью бриз.
Там есть розмарин, эвкалипт, мята перечная, лавр, и все они хорошо в синергии, в сочетании работают с выведением мокроты из бронхов. Но мне больше нравится по опыту лечения работать с маслами ладана и тимьяна. Всего лишь совсем немного я сталкивалась за эти годы с вирусом, и уж тем более заболевала им, и очень быстро происходило выздоровление у меня. Дважды у меня начинался кашель, именно начинался во время вируса, и сразу же я его останавливала, и расскажу вам сейчас, как это происходило. Я брала 5 капель ладана сразу же, и 5 капель тимьяна на базовом масле, и наносила их на грудь и на спину сзади обязательно, то есть легкие мы обрабатываем и на спине, и спереди. Выпивала достаточно большое количество теплой воды, конечно, и перед нанесением стакана или 2 и после нанесения. Наносила на стопы также эту смесь. И все, собственно говоря, кашель проходил сразу же. Причем кашель начинался очень глубокий, тяжелый, который вот тот самый, который мучает всю ночь и не дает уснуть. И он как мгновенно начинался, так мгновенно и останавливался. Дважды был такой опыт у меня. И смесь бриз, в принципе, не было необходимости применять. Но если для полноты протокола, который хочу вам дать, рекомендую смесь бриз использовать в диффузоре, поставить ее таким образом на всю ночь. Скорее всего, кашель у вас начинается уже в вечернее время. И перед сном намазать тимьяном с ладаном, а на ночь включить бриз. Тогда победа будет более стабильной. Если вы чувствуете, что с первого раза, как мне повезло, у вас не произошла победа с кашлем, то продолжайте. Если вам хочется сделать смесь, которую вы будете наносить каждые 2 часа, что грамотно в лечении, продолжительном лечении, да, то достаточно будет сделать на 10 мл в роллер, например. Очень удобно будет пользоваться в течение дня именно роллером. Но из роллера идет очень маленький расход масла. То есть, если попытаться всю спину намазать роллером, то расход масла все равно будет 1/10 часть чайной ложки. Поэтому в роллер нужна особенно большая концентрация. Практически масла в чистом виде едва-едва разбавленные базовым маслом, то есть 1 к 1. Удобнее, наверное, каждый раз делать нанесение, смешивать масла в ладошки, наносить их также на грудь и на спину. Масла ладана и тимьяна. Также очень хорошо с кашлем, особенно для маленьких деток, начиная от 3 лет и до 10 лет, очень хорошо работает смесь Дайжестзен. В ней есть сочетание масел специй, среди которых масло аниса, которое хорошо помогает от кашля, и масло перечной мяты, которое тоже облегчает дыхание. Но напомню, что это смесь пищеварительная. И здесь такой двойной эффект. Как я уже говорила, кашель, именно бронхиты, очень связаны с состоянием кишечника. Если ребенок увлекается или взрослый увлекается молочными продуктами, сладким и мучным, то слизистая кишечника нездорова. И, соответственно, выводите гной, слизистую мокроту, откуда бы то ни было. Пусть это будет нос, если это насморк или кашель, будет очень сложно. Плюс сами по себе молочные продукты, они очень слизеобразующие в организме, да, и сладкое тоже. Поэтому тем более необходимо поддерживать состояние кишечника во время вируса, который осложнен кашлем. То есть напомню, что это на 1 таблетку активированного угля мы капаем 1 каплю Дайжестзен, смотрим, как она впитывается, эта капелька, как таблеточка ее всасывает, и выпиваем с водичкой, независимо от еды. Хотя бы 3 раза в день. Тогда лечение кашля будет проходить лучше. И деткам можно вместо тимьяна использовать нанесение, например, ладана с Дайжестзеном, также на бронхи, на грудь, на спину и на животик. И таким образом будет хорошо лечиться кашель. Деткам в 3 года масло бриз за счет эвкалипта может быть сложновато еще. Если это опытный пользователь, малыш эфирных масел, если он к ним привык, если он бриз уже много раз слышал в диффузоре, то, скорее всего, все пройдет прекрасно.
Вот. Но, в принципе, масло эвкалипта достаточно сложное для маленьких деток. Поэтому рекомендую для тех, кто только начинает пользоваться эфирными маслами и хочет ребенку лечить кашель, использовать только масло ладана и дайжестена. Ну что ж, я надеюсь, что сегодня я ответила на все интересующие вас вопросы о лечении ушей, горла, насморка и кашля. Если будут еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях или в общем чате. Всего доброго!